Два одинаковых тела, масса 500 грамм. Каждый прикреплены к концам, перекинуты через легкий блок нити. На одно из тел поклали гирьку массой 0,2 кг. Какой путь пройдет каждое тело за первые 2 секунды движения? Каково ускорение системы? Найдите силу натяжения нити и силу давления гирьки на тело. Как известно, два одинаковых тела массой m равно 500 грамм. На одно из них положили гирьку массой 0,2 кг. Нужно выяснить, какой путь они пройдут через 2 секунды, так какое будет ускорение, натяжение нити, какой они путь пройдут через 2 секунды, какое будет давление гирьки на тело. Вот такая у нас картинка. Легкий блок, в который подвешены два тела одинаковой массы по 500 грамм. Это масса, с этой стороны тоже масса, такая же. На одно из тел поклали гирьку массой М1, естественно, вся эта система придет в движение. Рассмотрим, какие здесь силы взаимодействуют с каждой из сторон из этого блока. Можно сказать одно, что сила натяжения нити с одной и с другой стороны не одинаковая, поэтому ее обозначим как Т. Рассмотрим с левой стороны блока. Действует вес МЖ, P будет равно МЖ. Здесь действует сила P равно МЖ. Здесь как с этой стороны действует сила вниз. Масса будет больше, P будет равно P. Это будет P левая, это будет правая, равно M плюс M1 и на G. Вес здесь, естественно, больше. Рассмотрим, какая здесь будет равенство сил с одной стороны и с другой стороны запишем. С этой стороны равенство сил. Сюда действует сила натяжения нити T, она больше, поэтому движение будет осуществляться по часовой стрелке. Поэтому для левой части этой системы можно записать следующее, что Т отнять вес МЖ будет равно силе, которая будет давать ускорение этому телу вверх. М умножить на. Можно сказать о том, что раз натяжение нити одинаковое, значит ускорение с одной и с другой стороны будут тоже одинаковые по величине, но разные по направлению. Если это тело будет подниматься вверх, то это тело будет опускаться вниз. И путь они будут проходить один и тот же, потому что нить не растяжима. Для правой части вес будет больше, поэтому вес будет тянуть вниз. Противодействовать ему будет сила натяжения нити, поэтому можно записать следующее. М плюс М1. Вес тела, который действует вниз, умножить на G, отнять силу нити Т будет равно чему? Будет равно ускорению вот этой системы. Будет равно силе, которая будет давать ускорение системы М плюс М1 умножить на А. Появилось два уравнения, в которых есть сколько? Два неизвестных. Есть неизвестное Т, есть неизвестное А. Как можно сделать? Можно просто их сложить вместе. Можно Т определить. С этой стороны подставить сюда. Но проще будет, если просто первое уравнение прибавить второе уравнение. Оно будет одинаково. Так, запишем это. Как будет выглядеть левая часть первого уравнения Т минус МЖ. Прибавить левую часть второго уравнения плюс М плюс М1 умножить на G минус Т. Равно чему? Теперь сложим правую часть. М умножить на А и прибавить скобочки М плюс М1 умножить на А. Что здесь получается? У нас здесь Т сократилось. Тут с плюсом, тут с минусом. Так у нас неизвестные А, поэтому все неизвестные слагаемые с этой стороны, известные с этой стороны. Тут можно не раскрывать скобки, а здесь можно раскрыть скобки. Минус МЖ плюс МЖ плюс М1G. Это будет с левой стороны равно. Ну а тут можно вынести А за скобки. Что у нас здесь получится? А выносим за скобочки. Здесь будет что? М плюс М и плюс М1. Тут у нас что? Сокращается. МЖ сократилось. Осталось М1G. М1G равно А умноженное на сколько? 2М плюс М1. Отсюда можно найти А. Возьмем G значение 10 метров за секунду в квадрате. Итак, А равно М1 умножить на G делить на 2М плюс М1. Давайте подставим эти значения, получим. М1 0,2 кг умножим на G. G у нас 10 метров за секунду в квадрате. И делим на 2М. Сразу переведем это килограммы. 0,5 килограмма будет 1 килограмм. Здесь плюс 0,2 килограмма. И так будет равно килограммы. Вынести за скобки можно сократить здесь сразу. Получается 0,2 килограмма множится на 10 метров за секунду в квадрате и делится на 1,2 килограмма. Килограммы сокращаются. Размером мы получаем метр за секунду в квадрате. Если разделим, мы получаем приблизительно 1,67 метра за секунду в квадрате. Ускорение мы получили вот такое. С этой стороны ускорение будет вверх, с этой стороны ускорение вниз. Ускорение нашли, можем сразу найти отсюда значение натяжения нити. Возьмем вот это первое уравнение. Т минус МЖ равно МА. Отсюда Т равно чему? Переносим МА плюс МЖ. Итак, можно вынести за скобки. Т у нас будет равно М умножить на скобочки А плюс Ж. Или равно 0,5 килограмма умножится на 1,67 плюс 10 метров за секунду в квадрате.
вынесли за скобочки. Тут будет ньютон, килограмм на метр на секунду в квадрате. Мы получили приблизительно 5,835 ньютонов. Натяжение мы нашли. Теперь нам нужно найти, какой же путь пройдут эти тела. Что они пройдут одинаковый путь, так это да, потому что нить нерастяжимая, поэтому левое тело пройдет вверх какое-то расстояние, а правое тело опустится вниз. Итак, по известной формуле, что S равно для равноускоренного движения v нулевое t плюс 1/2 t квадрат. Поскольку начинается движение с нулевой скорости, в данном случае у нас v нулевое равно нулю, все это превращается в такое выражение. Этот слагаемое равно нулю, S равно 1/2 t квадрат. Все известно, а известно, t известно. S равно, давайте подставим значение 1/2 умножить на 1,67 метра за секунду в квадрате и множится на t квадрат. 2 секунды в квадрате сколько будет? 4 секунды в квадрате. Квадраты секунды сокращаются. Тут у нас тоже может двоечка сократиться вот так. Здесь сократится, тут будет 2. Получается расстояние, которое мы прошли, 3,34 метра. Вот расстояние нашли. Теперь еще определим, какая сила давления груза М1 на тело М. Отдельно нарисуем эту картинку. Здесь с этой стороны лежит тело М1. М1 имеет собственный вес. Значит, это будет МЖ. На нее действует сила тяготения, где ускорение будет направлено в эту сторону. Но в эту сторону направлено еще ускорение А. Поэтому тут будет давление на это тело немножко меньше. Ну, как идея такая, как лифт опускается равноускоренно вниз, мы чувствуем это все, ускорение меньше. Поэтому сила давления на это тело будет равна чему? Будет равна М1 и на разность этих ускорений G минус А. Сила давления груза М1 этого дополнительного на тело М будет равна вот такому выражению. Подставляем значение F равно 0,2 килограмма умножить на скобках 10 минус 1,67 метра за секунду в квадрате. Приблизительно равно 1,66 и так далее 6 ньютонов. Можно округлить, это будет равно приблизительно 1,67 ньютон. Итак, результат этого всего А будет равно 1,67 метра за секунду в квадрате. Т, натяжение нити, равно 5,835 ньютонов. Расстояние, которое они пройдут, одно вверх, второе вниз, 3,34 метра, это за 2 секунды. И сила, которая давит дополнительный груз М на тело, М равна 1,67 ньютонов.